Здравствуйте, дорогие друзья! Я очень рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня я вам покажу, как выпечь идеальные шоколадные шифоновые кексы, маффины, не применяя в приготовлении даже ручного миксера, не говоря уже о планетарном. Я замешиваю это тесто всего лишь обычным венчиком, который, я думаю, найдется у каждой хозяйки сейчас на кухне. Почему называются так эти кексы, именно шифоновые? Потому что в принципе, за основу берем тесто, которое идет на шоколадный шифоновый бисквит. Что же нам для этого понадобится? Для этого нам понадобится 125 грамм муки, 25 грамм какао, 3 грамма разрыхлителя и 2 грамма соды. Далее 4 желтка. Здесь у меня больше, но буду озвучивать на одну порцию. 4 желтка и 1 белок. 125 грамм сахара, 4 грамма ванильного сахара, 35 грамм растительного масла без запаха и 150 грамм молока комнатной температуры. Вот эта сухая смесь, куда у нас входит разрыхлитель, сода, какао-порошок и мука, должны быть идеально просеяны, лучше 2 или 3 раза, и перемешаны до однородной меланжевой массы, без комков, без белых вкраплений. Вначале я все это отставляю, всю свою сухую массу, она мне не понадобится. Духовку я уже разогреваю до температуры 150 градусов, потому что замешивается тесто очень быстро. Первое, что я делаю, это яичную массу со щепоткой соли, я туда уже добавила щепотку соли, я просто размешиваю венчиком, чтобы смешались желтки и с другими яичными компонентами, но в основном же у нас здесь желтки, 4 желтка и 1 белок и ванильный сахар. Не нужно здесь пытаться что-то взбить. Также я добавляю в 3 приема мой сахар и просто все это до однородности перемешиваю. Желтки – это такая субстанция, которая достаточно плотная. Это самая плотная часть, естественно, в яйце. И при неправильном размешивании могут потом остаться очень некрасивые желтые такие полоски в тесте. Даже уже в выпеченном тесте это будет смотреться ужасно. Здесь на данном этапе мы не должны пытаться полностью растворить сахар в этой массе, в яичной. Это у нас не получится, нам не удастся это сделать. Наша задача сейчас полностью размешать просто желтки. Далее я добавляю все молоко в яичную массу, и вот на этом этапе сахар уже полностью разойдется, потому что молока здесь достаточно много. Еще раз повторяюсь, рецепт очень и очень бюджетный. Нам здесь не понадобится ни сливочное масло, ни какой-то дорогой шоколад. С шоколадом, конечно же, будут еще рецепты на канале, но сегодня я показываю простейший базовый рецепт, который можно замешивать даже ручным венчиком. И в самом конце в жидкую смесь я добавляю растительное масло на одну порцию, то есть на 12 капкейков, маффинов или кексов, как хотите их назовите. Нужно именно вот одна порция. Я буду озвучивать, и в описании будет написано именно пропорция на 12 кексов. Вот такой однородности масса глянцевая должна получиться. Не пытайтесь ее взбить, это не получится. Слегка вот такая небольшая пенка у нее будет. И потом в самом конце мы добавляем, естественно, очень хорошо просеянную, до однородности перемешанную смесь муки, какао, разрыхлителя и соды. В 3 приема я это все добавляю, размешиваю также обычным венчиком. Почему названы эти кексы по принципу шифонового бисквита? Это абсолютно то же самое тесто, что на шифоновый бисквит. Я оставлю ссылку в описании. Вы также и шифоновый бисквит можете замешать обычным вот таким венчиком. У них очень тонкопористая структура будет у этих кексов. Они идеально держат форму. Я потом все это покажу, когда они пропекутся уже. Сейчас до конца я размешиваю. То есть я даже лопаткой не собираю остатки теста с краев посуды. Посуду берите не очень высокую, потому что здесь у меня обычная миска. В ней удобнее, потому что венчик будет доставать у нас до дна. Чем она у нас ниже, ну, в пределах разумного, конечно. Но не старайтесь брать высокую посуду здесь. Все, тесто наше готово. И сейчас мы уже готовим нашу форму для выпекания. Духовка у нас разогрелась. Форма у меня вот такая на 12 капсул. Я наполняю ее
бумажными капсулами и уже буду разливать тесто. Сейчас я покажу мой принцип, как я обычными подручными домашними средствами, с помощью обычных подручных средств, которые есть у каждого человека на кухне, вот такое очень жидкое тесто шоколадное я без капель разолью по этой форме. Для этого я всегда беру вот такой вот квадратный контейнер прямоугольный. Можете брать и ниже его, просто у меня вот удобнее, мне вот в таком достаточно высоком. И вот так вот разливаем на порции. Заполняем капсулы не более чем вот наполовину, чуть больше половины, но даже не на 3/4. Тесто поднимется очень хорошо, то есть оно поднимется, вот я вам потом покажу, как оно поднимется, полностью заполнит все наши капсулы. И ложкой себе помогаем, чтобы не было капель. Если нет у вас такой прямоугольной формы, можете взять обычный мерный стакан, где есть такой желобок у него. Я никогда не использую какие-то специальные, какие-то вот такие порционные делители для теста. Я считаю, что это ненужный просто атрибут у меня потом будет лежать на кухне, которым я буду пользоваться раз в месяц или там еще реже. Поэтому я всегда беру вот такие подручные средства, которые есть у каждой хозяйки на кухне. И вы смотрите, ни одной капли теста у нас не разлилось никуда. То есть это очень удобно. Такой пластиковый контейнер прямоугольной формы найдется у всех. Все, я разлила тесто по капсулам. Теперь я ставлю в хорошо разогретую до 150 градусов духовку режим вверх-вниз без конвекции на средний уровень. 25 минут у меня выпекались кексы. Может быть 30 в вашей духовке будет выпекаться. Ну вот так 25-30 минут. Проверяем готовность кексов деревянной шпажкой. Кексы все идеально пропеклись. Шпажка у нас выходит абсолютно сухая и чистая. Вот я при вас проверяю несколько их. Вы видите, насколько ровная поверхность у кексов. Насколько они имеют вот такую структуру глянцевую очень. Нет ни разрывов в них, ни каких-то бугров больших, ничего нет. То есть можно эти кексы сразу же использовать для украшения. Они еще теплые у меня, их достаю еще теплыми. Сейчас я покажу именно дно у каждой. Видите, какая чистая форма. Они никуда не вылились у нас, несмотря на то, что вот многие меня спрашивали по поводу вот шифонового бисквита шоколадного. Такая жидкая структура у теста. Вот видите, какое жидкое тесто и как чисто оно выпекается. Идеально гладкие и ровные. И здесь, что немаловажно для многих девочек, кто много делает из белкового крема, украшений, также зефира, меренг, мы используем опять-таки желтки. Вы посмотрите, какие идеально чистые капсулы. То есть они никуда, несмотря на жидкость этого теста, никуда они не вылились, не разлились. Сейчас я вам покажу, как снимается капсула с капкейка, с маффина. С капкейка это украшенный маффин, украшенный кекс. Но потом будем украшать в следующих видео уже. Покажу вам базовые такие приемы, как это сделать очень быстро и просто именно белковым кремом. Потому что белки у нас остаются, и можем тут же украсить из оставшихся белков. И очень бюджетно. И это может сделать буквально каждая хозяйка, которая даже не имеет обыкновенного ручного миксера на кухне. Потому что я люблю вообще это тесто всегда, и даже на шифоновый бисквит очень часто я замешиваю именно обычным венчиком. Вы посмотрите, как бумажная капсула хорошо отходит от теплого, еще не остывшего маффина, кекса. И даже здесь уже видно рифленую структуру. Вы видите, какое ровное дно у него. Посмотрите, как он легко отстает от донышка. Видите, ровное какое дно. Видно все рифления. Такой естественный бугорок у него. Но это не какой-то не выпирающий фонтан. Какой он пружинистый, смотрите, я показываю. Разламываю его. И смотрите, какая тонкопористая структура. Он полностью весь пропечен. Более шоколадные такие кексы, конечно же, еще будем делать. Но здесь он очень долго хранится, не черствеет. Очень и очень удачный и очень бюджетный. Надеюсь, данное видео было для всех полезным, познавательным. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, ставьте лайки. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.